Солнечное утро в небольшом городке, где жизнь текла своим чередом, будто бы не замечая страданий, происходивших вокруг. К ветеринарной клинике, разместившейся в старом здании, приходили люди с вопросами, надеждами, но никто не замечал маленькую жизнь, которая страдала за воротами. У входа на холодном бетоне лежала собака, поджавши лапы. Ее шерсть была запутана и грязна, как будто она странствовала по этому миру долго и безнадежно. Слабый ветер шевелил ее ухом, а хвост дрожал от страха и стужи. Она не двигалась, лишь иногда поднимала голову, чтобы взглянуть на проходящих мимо людей с умоляющим выражением, как будто искала среди них спасение. Каждый взгляд, полный отчаяния, оставлял тяжелый след в сердцах прохожих, но, к сожалению, каждый спешил по своим делам, не замечая этой маленькой жизни, не замечая ее страданий. Скоро свидетелем этой картины стала волонтер Лена, которая пришла в клинику с надеждой на спасение. Она всегда была чувствительной к страданиям животных и потратила много времени на помощь тем, кто оказался в беде. Увидев собаку, остановилась. Ее сердце сжалось. «Эй, малыш, как же ты тут оказался?» – тихо произнесла она, наклонившись. Лена осторожно протянула руку с бутылкой воды, но собака отвергла ее, словно не веря, что все может измениться к лучшему. Некоторые сотрудники клиники заметили опасное состояние собаки. Собственная забота о ней выглядела как последняя надежда в их занятых сердцах. Они переглянулись, понимая, что время на исходе и откладывать помощь нельзя. Лена схватилась за телефон, чтобы вызвать ветеринара, зная, что в этот момент важен каждый миг. В это время ветеринар Александр, опытный специалист с добрым сердцем, направлялся к выходу, чтобы забрать новый медицинский инструмент. Он заметил приближающуюся Лене и собаку у ворот. Его сердце замерло, когда он увидел, в каком состоянии находится животное. Подходя к ней, он почувствовал, как его грудь наполнилась беспокойством и сочувствием. Умоляющий взгляд собаки заставил его сердце сжаться. «Не бойся, я тебе помогу», – прошептал он, присаживаясь рядом и протягивая руку. Собака сделала осторожный шаг в его сторону, как будто стараясь понять, что он не причинит ей вреда. Это была ее последняя попытка довериться после долгих месяцев, проведенных в страданиях. Обаяние и уверенность, исходившие от Александра, наполнили умы окружающих надеждой. Александр начал осматривать собаку, его руки были уверены, но нежные. Он заметил, что у собаки были напряжены мышцы, а слизистые оболочки пересохли, свидетельствуя о том, что она давно не пила. Приняв решение, он пытался осторожно открыть пасть животного. В этот момент собака резко дернулась, зарычав, будто пытаясь сказать, насколько ей больно и страшно оставаться беззащитной перед лицом, которое будет делать ей что-то неприятное. «Скорее всего, у нее есть что-то в пасти», – подумал ветеринар. Осознание того, что время идет и… что? Собака страдает еще сильнее, придавало ему решимости. Им нужно было действовать быстро и эффективно. После непростого усилия, наконец, Александр увидел, что именно стало причиной страданий собаки. В пасти собаки находилась металлическая проволока. Она глубоко проникла в мягкие ткани и грозила серьезными повреждениями. Боль, вероятно, была ужасной, и вся ее осанка говорила о внутреннем конфликте между страхом и надеждой на помощь. «Черт, это ужасно!» Тихо выдохнул он, понимая, что срочно нужно делать. С каждой минутой собака лишь сильнее теряла силы, и каждый момент промедления вел ее к жизни или смерти. Александр понимал, что собаку нужно срочно оперировать. Он ввел ей обезболивание и подготовился к операции, умывая руки и надевая стерильные перчатки. Несмотря на то, что он много раз сталкивался с подобными ситуациями, каждая из них оставляла незаживающий след в его душе. В этот раз он понимал, что в его руках маленькая жизнь, и ему необходимо сделать все возможное, чтобы спасти ее. Операционный стол стал сценой битвы с безжалостной судьбой, которая свела собаку с ее страданиями. Аккуратно извлекая проволоку, он старался избегать разрывов тканей, сосредоточившись лишь на своем действии. Напряжение росло, и каждый мускул его тела работал на одну цель – освободить собаку от боли. Он утопал в мыслях о том, как много невидимого зла может обитать в окружающем мире, как безжалостно оно может свалиться на совсем беззащитных.
Через некоторое время операция была завершена, а собака лежала на операционном столе, постепенно приходя в себя. Конечно, она была все еще в состоянии шока, но ее дыхание становилось ровнее, и на ее лице появлялось спокойствие. Сначала это казалось почти чудом, как быстро все может измениться, если есть те, кто готов прийти на помощь. Александр, вытирая пот со лба и убрав лицо от потемневшей брезентной ткани, почувствовал легкость в груди. Проволока была полностью извлечена, рана обработана, собака была вытащена из реалий боли и страха, и в ее глазах проблеск надежды начал проскальзывать. Когда собаку перевели в реабилитационную комнату, она открыла глаза и уставилась на волонтеров, которые ждали, затаив дыхание. Этот миг, когда ее взгляд встретился с взглядами людей, был полон эмоций. Там, где раньше было обвинение, теперь была лишь благодарность. Наконец собака сделала первый глоток воды после операции. Она жадно пила, словно пыталась нагнать все то время, которое провела без пищи и воды. Кто-то из волонтеров прошептал: «Она жива». Радость переполнила сердце каждого, кто пришел посмотреть на нее. А когда собака немного успокоилась, она осторожно приподняла голову и положила ее на колени Александра. Это был момент доверия, подтверждающий их связь. Собака, долгое время жившая в страхе и боли, теперь нашла своего защитника, человека, который не оставит ее в беде. Александр смотрел на собаку перед собой и понимал, что этот момент – это не просто работа, но нечто большее, что наполняет его жизнью. В этот миг ветеринар осознал, насколько важен каждый акт сострадания, как маленький шаг может изменить не только жизнь животного, но и сами сердца людей, вмешивающихся в судьбы тех, кто попал в беду. Он думал о том, как скоро, если все будет хорошо, эта собака обретет новый дом, где она будет любима и защищена. В памяти всплывали образы других животных, которым он помог, и он понимал, что спасающая рука – это далеко не всегда что-то грандиозное. Это просто готовность быть рядом, когда нужда в помощи наибольшая. Тем временем волонтеры обсудили имя для собаки и выбрали имя Света, что в переводе означало «свет». Она, наконец, обрела не только здоровье, но и новое имя, которое запомнится ей на всю жизнь. Каждое новое утро теперь будет для нее началом новой истории, полной любви и заботы. Света быстро начала восстанавливаться, ежедневно становясь все более крепкой и уверенной. Каждый день она встречала Александра и волонтеров с Wagging Tail и светом в глазах. Вскоре они заметили, что ее дух стал еще более жизнерадостным. Глядя на ее игривые выходки и радостные глаза, все понимали, что она была не просто собакой, а символом надежды. Спустя несколько недель Света была готова к новому этапу своей жизни. Теперь она искала семью, которая бы ее полюбила. Александра и волонтеров переполняло счастье видеть, как быстро она преодолела свои страхи и недомогания, и как новая жизнь вдохнула в нее желание быть любимой. С каждым новым днем она становилась все более игривой, и возможность найти ее новый дом казалась все более реальной. И вот однажды в клинику пришла молодая пара, исполненная желания взять в семью щенка. Их улыбки и доброта внушили уверенность, что они откроют свои сердца для Светы. Когда они увидели ее, их сердца наполнились нежностью, а Света, почувствовав это, сразу подбежала к ним, обняв их ногами и лизнувшись им в руки. Александр, наблюдая за этим трогательным моментом, понимал, что выполняет свою миссию. И каждое спасение – это не просто работа, это призвание. Он посмотрел на второго человека с надеждой, что эта пара станет тем самым светом, которого Света так долго ждала. В этот момент он осознал, что иногда не только руки, но и сердца людей могут изменить жизнь. Света начала новую главу своей жизни, полную любви, заботы и счастья. Каждый вечер, когда Анна убегала на прогулку с новыми хозяевами, ветеринар не мог не улыбнуться. Он знал, что благодаря их помощи еще одна жизнь спасена, и это настоящая победа.